Российская продукция, конечно, нужна во многих сферах и, пожалуй, в медицине прежде всего. Но довольно много иностранного, хотя с ростом рынка медоборудования растет и доля сделанного в России. Как развиваются компании с заботой о здоровье, мы сейчас и расскажем. Далее первая история. Много где нужен хороший свет. В кино, например, или во время этих съемок, чтобы я не испугал вас зеленым лицом. Есть где жизненно необходим. Например, в автомобиле или в медицине. Сделать хороший светильник, который не забракует хирург, весьма непросто. Но компании из Екатеринбурга это удается. Опыт богатейший. Ведь заводу 84 года, и всю свою производственную жизнь он делает медицинское оборудование, от разработки до сервисного обслуживания. Таких светильников, аналогов вообще не существует в России. Поэтому технические характеристики могут позволить заменить все иностранные аналоги, и, по сути, мы закрываем всю потребность наших лечебных учреждений в нашем продукте. Светильник светильнику рознь. Есть небольшие для военных госпиталей и стоматологов, а есть мощные для операционных. Насколько он российский? Российский товар у нас более чем на 85%. Чтобы успевать за ростом спроса, понятное дело, нужна модернизация производства. В том году в оборудование, которое покупали с господдержкой, вложили более 60 миллионов рублей. Придумали программу автоматизации и в каждый станок поставили датчики. Не забалуешь. Если происходит какое-то простое оборудование, то через 15 минут сотруднику приходит звуковой сигнал, что нужно пометить, по какой причине был простой оборудование. Иди работать. Примерно так, да. А вот и результат. Светильники из Екатеринбурга завоевали уже 30% рынка. Практически в каждой третьей операционной в России вообще стоит наш светильник. Свердловская областная клиническая больница номер 1 спасает жизни с помощью свердловских же светильников с конца 80-х. И что самое интересное, долговечность. То есть светодиоды работают у нас уже второй год. Ни один светодиод пока не вышел из строя. Только в этой операционной по 500 пациентов в год. А в целом объемы помощи в больнице ежегодно растут на 10%. И на фоне агрессивных санкций, когда зарубежные компании наплевали на клятву Гиппократа, российская продукция весьма кстати. Мы используем иногда отечественные электрокардиостимуляторы производства России. Это Элистим кардио, кардиоэлектроника, наряду с импортными аналогами. А вот в лаборатории нарушение в составе крови разглядывает российский анализатор «Енисей». Да, характеристики прибора полностью нас устраивают. Он у нас стоит уже более полугода. Быстрый и точный. Быстрый и точный. И есть аппарат для определения гликированного гемоглобина. Он один такой в регионе. Если проще, диагностирует риск возникновения сахарного диабета, а если он уже есть, долгосрочно, в течение 90 дней контролирует параметры. Имея такой прибор и работая на нем, мы увеличиваем возможности оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования и ее доступности. За 9 месяцев прошлого года в России произведено 263 тысячи единиц медоборудования. Причем 4,5 тысячи – это оборудование сложное для рентгена и КТ. Чтобы все это активно оздоравливало людей, государство помогает закупать такую технику. Так, правительство в ближайшие 2 года направит почти 7,5 миллиардов рублей в регионы в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Важна и поддержка в плане подготовки кадров, чтобы было кому работать на новой технике. Безусловно, работа с вузами в части педагогов и врачей, как можно раньше привлекать их для работы в наши медицинские образовательные учреждения. Безусловно, это решение вопроса каких-то подъемных
да, выплат по программе «Земский учитель», где-то, соответственно, плата ЖКХ. То есть достаточно немало, скажем так, предложенных сегодня механизмов, которые помогают решать этих задач. Мы видим, допустим, по первому полугодию 2025 году есть положительная динамика. Ну а компании, видя поддержку, дерзают. Например, в Екатеринбурге делают и оборудование для обеззараживания помещений, физиотерапии, реанимации. А светильники теперь могут передавать информацию о своей работе. Телеметрия. То есть это, получается, умный светильник. Да, если заинтересуется наше Министерство здравоохранения, то, в принципе, и им можем предоставить контроль. Мало того, расширяют и географию поставок. Уральский продукт помогает врачам в 60 странах мира. Нас очень поддерживает Российский экспортный центр, например. Происходит финансирование бизнес-миссий, выставок, частичная оплата регистрации медицинских изделий за рубежом. У Российского экспортного центра много мер поддержки. Финансовые и нефинансовые. И они совершенствуются в зависимости от вызовов современности. Будь то помощь в доставке товара, логистике, выходе на зарубежные маркетплейсы или сертификация и защита от подделки. Количество экспортеров увеличивается, и увеличивается количество поддержанных, да, экспортеров. В том году более 24 тысяч, может быть, в этом году будет больше. Мы рассчитываем, конечно, еще год не закончился, итоги будем подводить в конце года, но мы, сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, мы видим, что и количество экспортеров у нас не падает, интерес к экспорту у нас проявляют новые компании. Для нас очень важно вовлечение в экспорт тех, кто еще не является экспортерами. Нам также важно сохранение стабильности у тех компаний, которые, уже став экспортерами, не должны потерять эту экспортную активность. И поддержка, которой пользуются компании, и поддержка, и количество компаний, которые входят в эти меры поддержки, также растет. На самом деле в России довольно много производителей изделий для здоровья с мировым именем. Одна из таких компаний работает в Пензе. Туда и отправимся. В Пензенской области создан биомедицинский кластер, в который входит порядка 20 предприятий, чьи изобретения спасли уже порядка сотни тысяч жизней. Сотни тысяч жизней. Лидер кластера, организатор его – компания, в которой мы сейчас находимся. И вот один из ее основных продуктов – это протез клапана сердца. Почти все, что имплантируется в России, создано именно здесь. И, кстати, вот искусственное сердце в лаборатории, где испытываются почти все изобретения. Наша традиционная продукция, клапаны, раньше занимали на рынке там 60%, сейчас они занимают 95%. И здесь, благодаря, в том числе, в кавычках, этим санкциям, действительно у нас объемы производства увеличились. Мы спокойно закрыли все потребности кардиохирургии, и операции проходили без остановки. Зарубежные компании просчитались. Остановили поставки, думали навредить, а вышло, что в России стали производить и сырье, и не только заменили импортное, но и создали новую продукцию. Клапаны теперь можно установить малоинвазивно, через артерию. Сам клапан находится вот Раскрывается, это вот он клапан, да. Угу. А когда он вводится уже в пораженный клапан, он раскрывается и становится уже вот таким. Вот. Вся операция длится там 15-20 минут. Еще одна новинка – стенд Графт. Он заменяет часть грудной аорты. Раньше был только иностранным и стоил как чугунный мост. Мы заместили фактически все поставки за рубежа. Они просто исчезли с рынка, даже не столько из-за санкций, а из-за отсутствия конкурентоспособности. Потому что наша продукция казалась более качественная, более дешевая, более удобная в использовании. Другая уникальная разработка для замещения дефектов сердца у детей. Когда врожденные пороки остаются какие-то отверстия в сердце, когда кровь идет не по нужному руслу. Мы затыкаем отверстие с одной стороны,
После этого мы затыкаем с другой стороны. Вот такая заплатка на сердце. Если перечислять все изобретения, и фильма не хватит. Стенты, изделия для коронарного шунтирования, искусственные межпозвоночные диски. Плоды труда компаний, которые в кластере помогают друг другу на всех этапах, от разработки и производства до выхода на рынок. Сделать изделие – это, скажем, одна проблема, а вот зарегистрировать в Росздравнадзоре – это колоссально. Создать новое на старом оборудовании, мягко говоря, сложно. Помог Фонд развития промышленности, на чей льготный кредит закупили станки. Вот эти баллоны в России никогда не изготавливались. Покупали мы их только в Нидерландах. Стоят дороже золота по весу, если это точно, в несколько раз. Но теперь мы купили оборудование, освоили технологии. Сейчас мы изготавливаем все это сами. Вот, поэтому, естественно, да, эта и себестоимость упала в разы. Но есть и сложности. Хотели начинать производить искусственные суставы, тазобедренные, коленные, плечевые. Такие сейчас только импортные. Но брать еще один кредит, уже не льготный, не по карману. То безобразие, которое подняли со ставками и с охлаждением, в кавычках, экономики, которая и так была слишком холодная, нам закрыли проект изготовления крупных суставов. Ищем, так скажем, потенциальных партнеров, проводим процедуры регистрации. Вот, но подготовили здание производственное, уже реконструировали площади, чтобы все это установить. Но в целом проект стоит. То есть площади готовы уже? Площади готовы. В компании надеются на улучшение ситуации, ведь рынок буквально требует наших медизделий. Число операций уже выросло в десятки раз. И не только в России. Развивается экспорт. За последние 2 года да, Белоруссия в кардиохирургии практически полностью перешла в нашу продукцию. Раньше они пользовались американской продукцией, сейчас они работают с нами. И поддержать компании в экспортном порыве – задача государственной важности. Масштабная программа продвижения бренда «Сделано в России» до 30 года утверждена президентом. С помощью Российского экспортного центра регионам страны всегда есть что предложить зарубежным покупателям. Ту же медицинскую продукцию, как говорят, с высокой добавленной стоимостью. Мы активно работаем и с Белоруссией, мы активно работаем с Узбекистаном, с Таджикистаном, с Казахстаном, с Китаем. Наши предприятия практически каждый год и несколько раз в год выезжают на большие мероприятия, где мы разворачиваем выставки наших возможностей, заключаются договора. Вот только недавно мы вернулись с Узбекистана. Ну, в общем, времена непростые, оптимизма не теряем. Да наоборот, это же любое время, ну как их можно... Возможности. Это новые возможности, конечно. Спасибо большое за то, что эти возможности нам создали, ввели нас в такой режим санкций. Это только нас подстегнуло, только дало нам, скажем так, кровь закипела, мы начали еще более активно работать. С медициной, да и не только с ней, связана наша следующая история из Омска. Трубы, упаковка, медицинские изделия и даже детские игрушки. Все это можно сделать из таких гранул. Это полипропилен, который на гора выдает современный завод в Омске, один из крупнейших производителей в стране. Как устроено производство, мы сейчас и покажем. Раньше строили химпроизводство с размахом. Город в городе. Сейчас гигантизм ни к чему. В 2013 году, возводя завод, поставили на то время самое современное оборудование. Сюда даже школьников водят на экскурсии и промышленных туристов. Хотелось бы отметить еще очень высокую степень очистки нашего пропилена перед тем, как он попадает на полимеризацию. Это не менее 99,5% степень чистоты пропилена. А насколько все это экологически чистое? Если вы видели, то у нас на предприятии находится всего одна факельная установка, на которой сгорают как раз все вещества, которые не нужны в нашем производстве. Мы максимально стараемся
вовлечь в повторный процесс, так называемый рециклинг, все вещества, которые можно использовать повторно. И все автоматизировано. На 99% установка автоматизирована, то есть она обладает системой противоаварийной защиты. И, соответственно, эти аппаратчики, те самые, которые сейчас находятся за пультом, они посредством, собственно, управления СУТП и ведут весь процесс. Есть и российское оборудование. У нас в 2022 году был внедрен наш отечественный инструмент ЭКОНС. А это как мониторинг или что Это мониторинг основных систем управления, это мониторинг состояния оборудования. То есть мы не только предотвращаем выход, да, мы еще и предупреждаем износ оборудования. Вот под пристальным контролем автоматики и специалистов завод в год производит около 210 тысяч тонн полипропилена. Ну, вот такие вот успокаивающие гранулы, да, если руку так опустить, Да, вы не могли бы антистресс. нам рассказать, где вот этот антистресс применяется? Полипропилен абсолютно везде применяется. В первую очередь и самое распространенное — это, конечно же, любая упаковка. Полипропилен инертен, не отравит химией еду и, например, воду. Вот и делают из него не только простые вещи, Ну, это всем известные знакомые, файлики. да, папки, Да. но файлы. Ну и пищевую упаковку, сантехнические трубы, одежду, в том числе медицинские ткани и маски. Более 40 марок мы производим полипропилена на данный момент. Можем производить и больше, все по запросу потребителей. Спрос на внутреннем рынке растет. Омские гранулы всегда хорошо брали и за рубежом. В покупателях была Европа, а теперь... Это и страны СНГ, и Турция, Китай тоже являются активными покупателями. То, что, например, Китай, покупатель активный, доказывают растущие цифры товарооборота. Превышает 220 миллиардов долларов. С Россией притворяются в жизнь более 80 проектов. Чтобы было еще больше, проходят в частности такие мероприятия. На китайской земле прошел уже далеко не первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Пекин под этим национальным брендом более 40 компаний из 26 регионов привезли свыше 500 товаров. Но Китай далеко не единственная страна, где есть задача наращивать товарооборот с поддержкой Российского экспортного центра. Это новые, перспективные, в том числе сложные рынки, незнакомые для нас, такие как Африка, например, как Латинская Америка, где мы пока очень слабо представлены. И здесь у нас другая стратегия. Это поиск потенциальных покупателей, это знакомство с нашей продукцией, это знакомство с условиями работы на этих рынках, потому что зачастую именно слабое знание о регуляторике, о возможностях, о конкурентах является таким определенным стоп-фактором для того, чтобы стать сразу успешными экспортерами. О новых рынках как раз думает и герой нашей следующей истории. Его продукция помогает сохранять иммунитет. Отправимся на Камчатку. В среднем полтонны здоровой продукции в день. Этот завод на Камчатке производит капсулы с рыбным жиром омега-3. Кстати, на полуострове по проекту «Растем здоровыми» детям бесплатно в детсадах и школах выдают полезную биодобавку. Посмотрим, как все устроено. Мы существуем 5 лет, вот пошел 6-й год. Идея пришла генеральному директору, так как Россия является самым крупным поставщиком рыбного жира вообще во всем мире, а такого продукта омега-3 мы вынуждены были покупать из-за рубежа. А потому и решили сделать глубокую переработку рыбного жира. Тем более мощности позволяют. Сам рыбокомбинат основан в 1999 году. У него есть несколько перерабатывающих заводов и флот. Для омеги-3 нужна рыба хорошего качества. В данном случае это камчатский лосось на севере Камчатки. Это, опять же, район чистого промысла, сертифицирован МСC. Мы вылавливаем эту рыбу только из голов, производим жир. Это означает о том, что в голове нету ничего грязного, потому что самая грязь это в печени содержится. От дефицита омега-3 иммунитет падает, садится зрение, у кожи будут проблемы, возникнут боли в суставах. И эти ненасыщенные жирные кислоты в организме не вырабатываются, их можно получить только с пищей. Содержание ПМЖК, полиненасыщенных жирных кислот, в нашей омега-3 ровно столько, сколько нагуляла рыбы. То есть мы не вмешиваемся в процесс
не домешиваем туда ничего. Но мы считаем, что наш продукт не просто не хуже, он считается самым лучшим. Мы сами ловим рыбу, перерабатываем и пускаем. А фармкомпании, как правило, покупают неизвестный где-то жир, где-то очищенный, и упаковывают то, что написано на бочке. Агрессивные санкции помогли перейти на российское сырье, где возможно. Желатин пока китайский. Да, желатин в России, к сожалению, не производится. А что касаемо пленки ПВХ и фольги, скажем так, на настоящий момент эти материалы, чтобы они удовлетворяли наше производство, пока в России не нашли. Больше миллиарда рублей вложено в современное оборудование, и оно, оправдывая средства, производит в месяц порядка 15 тонн омеги. Так сказать, на любой размер и вкус. Ну и для детей, да, там какие-то вкусовые добавки, чтобы они нос не морщили. Да, детские капсулы у нас выпускаются с ароматом апельсина либо малины. Также есть, кто боится каких-то вдруг аллергических реакций, у нас есть без аромата. Кстати, биодобавку не только бесплатно раздают детям Камчатского края, отправляют в новые регионы. Но мы поддерживаем также ветеранов войны и ветеранов СВО, также малообеспеченные слои населения. Это у нас и дома престарелых, люди, которые нуждаются в социальной защите. Также периодически выделяем им наш продукт омега-3. Бесплатно. Бесплатно. Ну а продажи идут по всей России. Комбинат думает о расширении, и он не один такой, кто видит перспективы. Все-таки меры поддержки компаний на Дальнем Востоке уже доказали свою эффективность. Главное – это эксклюзивный правовой режим территории опережающего развития, который на всем Дальнем Востоке работает, и Камчатка была одна из первых регионов, которая в них включилась. Суть ее – это обнуление целого ряда налогов, и это поддержка с точки зрения строительства инфраструктуры. И вот благодаря территориям опережающего развития 150 проектов уже реализованы, запущены, создано фактически 11 тысяч рабочих мест, а будет создано 16 тысяч. И это сотни миллиардов рублей. Камчатскую омегу-3 знают и в СНГ. Для расширения экспорта, например, в Китай, на рынке мусульманских стран получены сертификаты GMP, HACCP и халяль. Например, Малайзия, страны Юго-Восточной Азии, я имею в виду, они также, безусловно, должны принимать продукцию, экспортируемую из России, да, только с сертификатами халяль. Есть такие требования. И Тымлинский рыбный комбинат, соответственно, имеет такое же некое конкурентное преимущество. А сейчас отправимся в Москву, где есть занятный пример, как можно продвигать российскую продукцию. Раз уж мы о здоровье и об экспорте, все это может объединить мастер-класс по академической гребле в Москве. Ну, то, что эта история про здоровье, в принципе, понятно, ну а при чем здесь поставки за рубеж? Сейчас все объясним. Здесь важно, с кем ты в одной лодке. Ну что, попробуем. Например, недавно в одной лодке оказались послы дружественных стран, на чьи рынки активно выходят российские товары. Спорт объединяет. Та самая мягкая сила, которая показывает, что нашей стране есть чем гордиться, и она открыта к сотрудничеству. Для нас гребля стала таким амбассадором продвижения и здорового образа жизни, и экспорта, и желания общаться и правильно показывать, что же такое Россия. Нам очень много есть чем гордиться, и именно через транслирование таких ценностей, такой нашей гордости из области спорта мы формируем большое количество поклонников. Поэтому наши экспортные товары, которые мы презентуем в рамках этих акций, они пользуются сумасшедшим спросом. А потому страну продвигают олимпийские чемпионы, амбассадоры бренда «Сделано в России», такие как синхронистка Мария Киселева, фигуристка Камила Валиева или гребец Алексей Сверин. Основная задача у нас продвигать наших атлетов, то есть их растить и показывать их на весь мир. Российский экспортный центр «Экспорт» тоже такая же история. А еще футболист Дмитрий Сычев. Очень важно через спорт, через правильный образ жизни показывать людям, что у нас в стране есть очень качественные товары и прежде всего на международном уровне.
Кстати, спортинвентарь, в том числе для профессионалов, да и в целом для оздоровления россиян, стали производить все больше. У нас 2 производства в Москве, в Питере, и лодок, и весел практически полного цикла. Сейчас вот мы ждем, что запустится 3-е. На оборонном заводе мы ждем суперлодку, посмотрим, как получится. А вот такие истории. Вроде бы и разные, но объединенные одной целью – сохранить здоровье жителей. Не только России, но и тех стран, которые предпочитают взаимовыгодное сотрудничество. Ведь отечественным компаниям в сфере здравоохранения и в здравосохранении, и в здравомыслии есть что предложить.